Здравствуйте. Можно задать вопрос о меню? Здравствуйте. Конечно, спрашивайте. Чем могу помочь? Я смотрю на борщ и солянку. В чем между ними разница? Очень хороший вопрос. Оба традиционные супы. Борщ готовят из свеклы. Обычно он немного сладкий. Солянка — острый суп с разными видами мяса и солеными огурцами. Интересно. В борщ всегда добавляют свеклу? Да, без нее борщ не получится. Это главный ингредиент. А в солянке всегда несколько видов мяса? Да, обычно говядина, колбаса и ветчина. А какие специи кладут в борщ? Чаще всего лавровый лист, перец и укроп. В солянке вкус более острый? Да, потому что там огурцы и лимон для кислинки. Могу ли я попробовать солянку без лимона? Конечно, я могу сказать повару не добавлять лимон. Спасибо. Э, Как часто едят такие супы в Москве? Очень часто, особенно зимой, супы очень популярны. В Германии мы едим супы в основном осенью и зимой. У нас тоже. Суп согревает в холодное время года. А борщ подают со сметаной? Да, традиционно борщ едят со сметаной и черным хлебом. К солянке тоже можно сметану? Обычно нет, но можно по желанию. Какой суп предпочитаете вы? Я люблю солянку, потому что она сытная и ароматная. Но борщ — классика. Его готовят в каждой семье. Супы подают горячими, верно? Да, всегда горячими. Иногда борщ едят даже холодным, летом. Не знал. Интересно попробовать и холодный вариант. Да, летом борщ освежает. Добавляют кубики льда. Спасибо за объяснение. Я попробую солянку. Отличный выбор. Принести хлеб или напиток к супу? Да, пожалуйста, черный хлеб и стакан воды. Сейчас принесу. Приятного аппетита. Спасибо большое. С нетерпением жду солянку. Привет, Ольга. Знаешь, я часто пользуюсь такси в разных странах. Правда? А где тебе больше всего понравилось такси? В Германии водители всегда вежливые, и машины чистые. Интересно. А как насчет оплаты? Везде ли удобно платить? В Германии удобно. Можно платить картой или наличными. В Египте, например, чаще платят только наличными. Я слышала, что в Египте нужно торговаться с таксистами. Да, это правда. Там часто нет счетчика. Все надо обсуждать. А в России ты брал такси? Как там? Конечно. В Москве много такси. Яндекс, Убер, обычные. Яндекс Такси очень удобно, правда? Приложение простое. Да, я часто люблю вызывать через приложение. В каких еще странах тебе нравилось такси? В Турции такси желтые,
как в Нью-Йорке. Это забавно. Я тоже видела такие в Стамбуле. Видно их издалека. В Японии такси очень чистые, и двери открываются автоматически. Ого, это удобно и современно. В Лондоне все такси черные и называются кабы. Я всегда хотела покататься на таком кабе. В Лондоне водители знают все улицы города наизусть. Это правда, у них даже есть специальный экзамен. В Нью-Йорке такси очень много. Они часто желтые. Я видела их в фильмах. Они выглядят очень ярко. В Испании у такси зеленая лампа сверху, если она свободна. Это удобно. Сразу видно, можно остановить такси или нет. В некоторых странах есть только приложение, без обычных машин. Правда? Это, наверное, экономит время и удобно. Да, в некоторых городах даже нет обычных таксистов. Действительно, такси очень разные везде. Я люблю узнавать новое в разных странах. Я бы тоже хотела попробовать такси в других странах. Может быть, когда-нибудь поедем вместе путешествовать? С удовольствием. Тогда сравним такси лично. Здравствуйте! Добро пожаловать в наш отель. Здравствуйте. Я только что приехала из Москвы. Очень приятно. Чем могу помочь? Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть услуги? У нас есть бесплатный завтрак для всех гостей. Завтрак — это шведский стол или по меню? Это шведский стол. Он открыт с 7 до 10 утра. Очень удобно. А фитнес-зал есть в отеле? Да, фитнес-зал работает круглосуточно. Вы можете воспользоваться им в любое время. Здорово. А есть ли бассейн? Есть небольшой бассейн и сауна на первом этаже. Сауна бесплатная для гостей? Да, сауна входит в стоимость проживания. Отлично. Можно заказать массаж? Да, массаж можно заказать на ресепшене. Пожалуйста, предупредите за час до процедуры. Спасибо. А где я могу оставить чемодан до заселения? У нас есть камера хранения багажа возле лобби. Это бесплатно? Да, хранение багажа бесплатно для гостей. А можно попросить гладильную доску в номер? Конечно. Мы принесем ее в ваш номер через 10 минут. Спасибо большое. А экскурсии по городу вы организуете? Да, у нас есть экскурсии по Ярославлю. Ярославль — один из старейших городов России. Я читала об этом. Хотела бы увидеть Спасо-Преображенский собор. Экскурсия туда проводится каждое утро. Можно записаться на завтра? Конечно, я добавлю ваше имя в список. Спасибо за информацию и помощь. Пожалуйста. Если будут вопросы, обращайтесь ко мне. Хорошо. Спасибо. Отличный сервис. Здравствуйте.
Я хочу починить свой телефон. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, телефон. Вот он. Я уронила его вчера на улице. Понял. Экран сильно треснул. Когда это произошло? Вчера вечером возле магазина у станции метро. Вы часто ремонтируете телефон? Нет, это первый раз. Я очень расстроена. Не волнуйтесь. Это случается со многими. Сколько будет стоить ремонт экрана? Это будет стоить около 5000 рублей. А сколько времени займет ремонт? Примерно 2 дня. Все зависит от наличия деталей. У вас есть экран для моей модели? Да, экран есть в наличии. Могу показать вам. Пожалуйста, покажите качество детали. Вот оригинальный и аналог. Оригинал чуть дороже. Я бы выбрала оригинальный экран. Хорошо. Есть ли у вас важные данные на телефоне? Да, много фотографий. Я боюсь их потерять. Мы обычно сохраняем все данные, но сделайте копию. Спасибо за совет. Какой риск потерять данные? Риск минимальный, если телефон включается. Он включается. Только экран не работает. Значит, данные почти точно сохранятся. А будет ли гарантия на ремонт? Да, гарантия 3 месяца на работу и детали. Какой способ оплаты вы принимаете? Можно оплатить наличными или картой. Когда можно прийти забрать телефон? Через 2 дня после 15 часов. Спасибо. Меня зовут Елена. Я из Москвы. Очень приятно, Елена. Я Артём. В Москве много таких сервисов? Да, особенно в центре. Русские часто чинят, не покупают новый. Спасибо вам, Артём. Я жду звонка. Позвоню вам, когда телефон будет готов. Хорошего дня. Здравствуйте. Я хотел бы узнать про ваши счета. Добрый день. Конечно, расскажу. Вы открываете первый счет? Да, первый. Мне нужен счет для зарплаты и покупок. Понятно. У нас есть стандартный и премиум счета. В чем разница между стандартным и премиум? Стандартный — бесплатное обслуживание. Премиум — больше услуг. Какие есть лимиты на снятие наличных? По стандартному счету 100 тысяч рублей в месяц бесплатно. По премиум аккаунту лимит выше — до 300 тысяч рублей. А если я поеду за границу, могу снимать? Конечно, карты работают за границей, но комиссия 2%. Оплата тоже идет с комиссией? Нет, оплата покупок без комиссии, если с карты. Удобно. А мобильное приложение у вас есть? Да, конечно. Приложение на русском и английском языках. Можно ли проверять баланс и делать переводы в приложении? Да, все операции доступны в приложении.
очень удобно. А что насчет овердрафта? Можно ли уйти в минус? На стандартном счете овердрафта нет, только на премиум. Для премиум клиентов минус можно до 50 тысяч рублей. Есть ли карты с кэшбэком? Да, премиум-карта возвращает 2% от покупок. Интересно. А карту можно получить сразу? Вам выдают временную карту, а пластиковая через 5 дней. Какой документ нужен для открытия счета? Паспорт гражданина РФ. Если вы из другой страны, вид на жительство. Сколько времени занимает открытие счета? Обычно это не дольше 20 минут, если все документы есть. Я слышал, что в России популярны бесконтактные карты. Да, у нас почти все карты поддерживают бесконтактную оплату. Это удобно. А как получить выписку по счету? Можно распечатать в отделении или получить на e-mail. Спасибо. Я подумаю над выбором счета. Пожалуйста, если будут вопросы, обращайтесь. Хорошего дня. И вам. Всегда рады видеть вас в нашем банке. Здравствуйте. Можно спросить вас о чем-то? Здравствуйте. Конечно, спрашивайте. Чем могу помочь? Меня зовут Анна. Я приехала из Франции. Очень приятно, Анна. Ваш номер уже готов? Нет, мой чек-ин только в 14 часов. Я приехала раньше и не знаю, что делать с багажом. Не волнуйтесь. Мы можем оставить ваш багаж у нас. Правда? Это бесплатно? Да, для гостей это бесплатно. Спасибо. Это очень удобно. А где храните чемоданы? У нас есть специальная комната для багажа. Так безопасно? Я волнуюсь за свои вещи. Не переживайте. Комната под замком и под камерами. Отлично. Сколько чемоданов можно оставить? Сколько у вас багажа? У меня один большой и одна ручная сумка. Это не проблема. Мы примем оба. Спасибо большое. Можно я заберу их до заезда? Конечно, вы можете забрать вещи в любое время. Куда мне подойти за багажом, когда вернусь? Подойдите к рецепции, и я вам помогу. А у вас часто оставляют багаж гости? Да, особенно весной и летом много туристов. Я первый раз в Санкт-Петербурге. Город очень красивый. Это правда. Хотите получить карту города? Да, это было бы здорово. Вот, держите карту. Тут отмечены главные места. Спасибо. Это очень полезно. Если нужны советы по городу, спрашивайте. Обязательно. А как далеко музей Эрмитаж отсюда? Пешком минут 15 от отеля. Прекрасно. Я хотела бы там начать прогулку. Желаю вам хорошего дня и приятного отдыха в городе. Спасибо за помощь и доброту.
Привет, Игорь! Представь, где я жила на выходных. Привет, Марина. Где же ты выглядишь вдохновленной? Я жила в необычном отеле. Там все было как в сказке. Серьезно? Что в нем было особенного? Внутри комнаты были большие круглые окна, как иллюминаторы, а кровать стояла прямо под стеклянным потолком. Здорово. Это был эко-отель? Да, все было из дерева, запах свежий, как в лесу. Это в Петербурге? Или где-то за городом? Это было в Карелии, прямо на озере. Очень красиво. Карелия. Там много красивых мест и чистый воздух. Да, я даже видела белок из окна утром. Завтрак мне принесли в корзинке, как в фильме. Вау! А что было на завтрак? Булочки, сыр, ягоды и горячий чай в термосе. Приятно. Это лучше, чем обычный шведский стол. Конечно. А главный сюрприз — русская баня, прямо у озера. Я ходила туда вечером. Это было очень расслабляюще. Я тоже люблю баню. Ты прыгала в озеро после? Нет, не решилась. Вода была еще холодная. Понимаю. А постояльцев было много? Нет, отель маленький. Только 5 номеров. Все гости очень вежливые, тихо и спокойно. Похоже на санаторий, только повеселее. Верно. У каждого номера свой дизайн. У меня были книги. Класс! Я бы тоже хотел там остановиться. Я сохраню адрес, если хочешь. Там часто скидки вне сезона. Спасибо, это отличная идея. А интернет был? Да, ну, слабый. Но это даже хорошо. Больше отдыха. Правильно. Иногда нужно отключаться от всего. Совсем забыла. Стены украшены старыми фотографиями Карелии. Удивительно. Такие мелочи создают уют. Именно. Я себя там чувствовала как дома, но лучше. Здравствуйте. Вы здесь работаете давно? Здравствуйте. Да, работаю таксистом уже 5 лет. Я впервые в этом городе. Много туристов приезжает. Очень много. Особенно летом. Здесь много интересного. А какие места больше всего нравятся туристам? Чаще всего все едут на Красную площадь. Красная площадь. Это в центре города? Да, прямо в самом центре. Там очень красиво. Я видела фото с большими соборами и башнями. Вы, наверное, говорите о соборе Василия Блаженного. Да, да. А еще какие есть интересные места? Многие любят гулять в парке Горького. Там красивые аллеи и много кафе на открытом воздухе. Мне нравится городской парк. В нем можно отдыхать. Да, еще есть Третьяковская галерея.
Это музей. Я люблю музеи. Там можно увидеть русскую живопись? Конечно. Там представлены картины известных художников. Спасибо за совет. А что еще актуально для туристов? Многие едут на Воробьевы горы. Там хороший вид. Это место высоко? Можно увидеть город сверху? Да, оттуда открывается панорама всей Москвы. Здорово. А куда можно сходить вечером? Вечером советую прогуляться по Арбату. Это старинная улица. Там много музыкантов и кафе. Я слышала об Арбате. Там делают сувениры ручной работы? Да, на Арбате много магазинов с сувенирами и матрешками. Я хочу купить матрешку в подарок семье. Это отличная идея. Это классический русский сувенир. А если я хочу попробовать местную кухню, куда лучше идти? Рядом есть кафе с традиционными блюдами. Борщ, пельмени. Спасибо. Мне так хочется попробовать настоящий борщ. Обязательно попробуйте. Борщ — очень популярное блюдо. Спасибо вам за интересные советы и приятный разговор. Вам спасибо. Приятной прогулки и хорошего дня. Здравствуйте. Простите, вы работаете здесь? Здравствуйте. Да, я сотрудник вокзала. Чем могу помочь? Я путешествую в Санкт-Петербург. Подскажите, с какого пути отправляется мой поезд? Конечно. Покажите, пожалуйста, ваш билет. Вот мой билет. Спасибо. Ваш поезд отправляется с третьего пути. Третий путь. Прямо, затем налево. Спасибо. Я правильно понимаю, поезд скорый? Да, скорый. Поезд делает только 2 остановки. Отлично. А в поезде есть Wi-Fi? В большинстве вагонов есть бесплатный Wi-Fi. Иногда связь слабая в туннелях. Понятно. Большое спасибо. А розетки для зарядки телефона есть? Да, в каждом вагоне есть розетки у сидений. Очень удобно. Спасибо. Я еще хотела узнать, где купить что-то поесть. В здании вокзала есть кафе и маленький магазин. Вы их увидите сразу после входа слева. Спасибо за информацию. Можно ли купить что-то прямо на платформе? На платформе есть автоматы с напитками и снеками. В поезде тоже работает буфет. Прекрасно. Какие блюда обычно бывают в буфете? Чаще всего это сэндвичи, чай, кофе и пирожки. Я хотела бы попробовать пирожок. Это что-то традиционное? Да, пирожки — популярная русская выпечка с разной начинкой. Самые известные — с картошкой, мясом или капустой. Интересно. Обязательно попробую. Спасибо за помощь и совет. Пожалуйста, приятного путешествия и вкусного пирожка. Спасибо. Хорошего дня. Здравствуйте.
Можно спросить о меню? Здравствуйте. Конечно, с удовольствием отвечу. У меня аллергия на орехи. Есть ли орехи в салатах? В нашем греческом салате нет орехов. В других блюдах иногда. А можно узнать, есть ли лактоза в супе дня? В сегодняшнем супе есть сливки, так что лактоза присутствует. Спасибо за информацию. А что посоветуете без лактозы? Могу порекомендовать овощное рагу. Там нет лактозы. Прекрасно. А морковь в нем есть? Да, овощное рагу содержит морковь и кабачки. Скажите, сколько ждать заказ? Я немного тороплюсь. Горячие блюда готовятся примерно 20 минут. Если закажете закуску, ее принесем за 5 минут. Отлично. Тогда можно овощное рагу и салат. Ваш заказ принят. Хотите хлеб к вашему блюду? Нет, спасибо. Хлеб мне не нужен. Можно еще один вопрос? Можно ли взять остатки с собой? Конечно, мы можем упаковать еду для вас. В России это стало очень популярно. Раньше было иначе. Интересно. Я из Германии, у нас это тоже распространено. Сейчас большинство гостей берут еду домой. Это очень удобно. Меньше еды выбрасывается. Согласен. Это помогает заботиться об экологии. А можно попросить воду без газа? Конечно. Сейчас принесу воду без газа. Спасибо большое. А у вас есть меню на английском? Да, меню на английском я принесу через минуту. Спасибо. Мне так будет легче выбирать десерт. Кстати, у нас есть мороженое без лактозы. Вот это отличная новость. Я обязательно попробую. Рад, что смог помочь. Приятного аппетита. Спасибо. Атмосфера у вас очень приятная. Спасибо за добрые слова. Если что, зовите меня.